Привет. С того момента достаточно много изменилось. Я успел переехать в Питер, вернуться обратно в Москву вот недавно совсем. И, собственно, сменил основную дисциплину. Тогда я стримил в основном PUBG, сейчас уже почти год стримлю преимущественно Warzone. Ну, я не думаю, что я сильно изменился. Возможно, уверенности немножко прибавилось просто из-за опыта, потому что во многих уже поучаствовал в ивентах с того момента. Почему я сменил команду? Да. Так меня набрили тогда. Я же не сам захотел поменять. Не сказал бы, что я особо много играл за Unity. Нас просто, меня и Батулина Садовника попросили тогда подменить ребят, потому что они не смогли получить визу в Германию, по-моему, а у нас как раз-таки еще была рабочая виза активна. И по этой визе мы тогда слетали, поучаствовали на том турнире. И потом в качестве замены я, по-моему, еще на каком-то турнире участвовал. То есть я буквально там пару турниров за ребят сыграл. Да, я на тот момент до сих пор верил в киберспортивное будущее PUBG, потому что они всегда достаточно много всего обещали, как и все разработчики, я думаю, это делают. Плюс мне игра в команде никак не мешала стримингу, потому что я все, можно сказать, совмещал, поэтому мне это было не в ущерб. До этого турнира у меня уже были достаточно большие сомнения. Собственно, после него я решил, что пора заканчивать, потому что у нас в команде не было капитана. Я понимал, что я не хочу продолжать еще и по той причине, что дисциплина мне не особо подходила, потому что в ней больше решают какие-то тактические моменты, нежели личный скилл, АИМ и прочее. Netflix is chill, and whatever comes next, this ain't gonna be good though. Top of the bus, you said? Да, я вернулся с турнира по PUBG, и через 2 дня, по-моему, вышла Warzone. Я, если честно, не знал, чем заниматься. Я на тот момент планировал уйти стримить CS, готовиться к выходу Valorant, и, собственно, потом в Valorant врываться. И максимально неожиданно, через пару дней после моего возвращения, выходит Warzone. И с первого же дня мне очень игра понравилась, и аудитория она зашла, то есть у меня тут же онлайн вырос по сравнению с PUBG, даже учитывая то, что игра только вышла. И, в принципе, с тех пор я играю в Warzone. Правда, на месяц я уходил в Valorant. Это было плохим решением, как потом выяснилось. Но, в общем, сейчас я в Warzone. В первую очередь, мне очень сильно понравилась игра. И я увидел отдачу от аудитории, и я понял, что это то, чем я хочу заниматься. На тот момент никаких турниров пока еще не анонсировали, то есть в первую очередь, да, я играл в нее как стример, а уже впоследствии появились какие-то турниры. Это сложный вопрос, потому что пока что лига происходит только для игроков на геймпадах и только для американцев, и еще и не по Warzone, то есть они мультиплеер играют. Сейчас вот перешли как раз на мультиплеер Black Ops Cold War. Но если когда-нибудь появится Warzone, и желательно, чтобы там не было правила, чтобы все играли на геймпадах, то я бы с радостью поучаствовал, конечно. Да, честно говоря, у меня нет времени следить за американской сценой, да, потому что в основном турниры происходят в Америке. У нас в Европе турниров минимальное количество, и я в них сам принимаю участие, а в остальное время занимаюсь подготовкой к ним, поэтому как-то не хватает у меня времени следить за другими. Единственное, что я смотрел, это первый Twitch Rivals американский в кастомках, и я посмотрел за ребятами, которые выиграли, чтобы понимать, как это вообще будет происходить у нас в европейском Twitch Rivals. Первый такой скачок по онлайну был, собственно, когда появилась Warzone. У меня сразу там онлайн вырос в 2 раза по сравнению с тем, что было в PUBG. И после этого у меня аудитория потихоньку растет, собственно, с ростом популярности Warzone. И после каждого выигранного турнира тоже немножко прибавляется онлайн, и больше людей начинает заходить на стримы. Это вопрос не ко мне, а к аудитории, но вообще ребята меня готовы смотреть и на других играх, то есть онлайн у меня не сильно проседает на каких-то
других шутерах, даже на сюжетных играх. То есть, ну, наверное, не только из-за скилла приходят. Со мной связались напрямую агентство, через которое я общаюсь с Activision. И сначала я подписал документ о неразглашении NDA, а после этого мне уже поступило такое предложение. И, собственно, я его очень быстро принял, потому что никаких там минусов вообще нет по сравнению с тем же Fortnite. И я в тот же день подписал контракт и отправил. Здесь сложно ответить, потому что пока что это связано только со стримерством, но, возможно, в будущем именно для Call of Duty партнеров будут выделять какие-то слоты на там, турнирах по Warzone, если, конечно, когда-нибудь появятся официальные турниры. Но тут я не знаю, это только предположение. На самом деле не знаю, нарастить аудиторию мне помогла сама игра, потому что она очень крутая, и в нее с каждым днем все больше и больше людей начинает играть, и они про меня узнают от своих друзей, например. Ну, могу сказать, что пару раз меня размещали в Battle.net, да, в близзардовском лаунчере на пару часов. Ну, не думаю, что это дало какой-то огромный буст, но в любом случае, возможно, люди ко мне заходят, потому что видят, что я там единственный Call of Duty партнер в СНГ, и, может быть, люди реально заходят по этой причине. Да, в последнее время я поигрываю в Apex. Как-то у меня желание появилось, а с Кириллом мы давно знакомы, еще с Overwatch, то есть уже несколько лет. И, собственно, я знаю, что он очень круто играет в Apex, поэтому мы с ним играли на днях. А на самом деле есть очень много крутых ребят, с кем хотелось бы поиграть именно в их основную дисциплину, какой-то опыт получить, да и просто пообщаться. Сейчас я присоединяюсь к Нави в роли стримера. В будущем, возможно, если киберспорт в Warzone будет развиваться, то и в качестве игрока. Но пока только как стример. И, естественно, я рад вернуться, потому что Нави — это крутейшая вообще топ-1 организация в СНГ. И я знаю, как ребята работают вообще во всех аспектах. Поэтому приятно работать с профессионалами. Ну, я на своих стримах ребятам уже спойлернул, что к маю, к июню будет мерч, сделанный совместно с ребятами из Нави. Также у Нави появится свой YouTube-канал по Warzone, куда мы будем пилить совместный какой-то контент. Возможно, будут какие-нибудь крутые, интересные шоу-матчи по различным играм. Так что подписывайтесь на соцсети, чтобы ничего не пропускать. Обязательно быстро отвечать? Это блиц. Понимаю. Ну, на маленькой карте слишком быстро игры проходят и большая кучность, а на большой карте все-таки приходится бегать и искать иногда соперников. Да нет, не особо. Я вот недавно как раз МП5 играл, МВшный, и было здорово, но в основном, конечно, колдваровские пушки сейчас в мете. Особенно фар. Не знаю, для начала, наверное, надо низкую сунцу поставить, ну и можно потренироваться в каких-то АИМ-тренажерах или в пландере в добыче. Да, имеет, но если говорить о ближних файтах, именно на автоматическом оружии, если брать там дробовики, либо средние и дальние дистанции, то, я думаю, у клавомыши есть преимущество. Да, безусловно, это уже много раз доказывали западные ютуберы. Не знаю, мне кажется, такого не бывает вообще. Только в каком-то идеальном мире, в сферическом вакууме. Ребят, надеюсь, вы, как и я, рады этой новости. Чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на соцсети Нави, на мои соцсети. И я думаю, будет круто. Ждите кучу контента.